Начинается наше долгожданное путешествие по Азии, к которому мы готовились полгода. Это будет наше самое длинное путешествие на целых 2 месяца. Мастер и Маргарита. Перед вылетом зашли в бизнес-зал, перекусили, чуть-чуть отдохнули. В общем, приятный старт поездки. Обычно, когда летим в Азию, берем билеты со сложным маршрутом через один из хабов. Так получается дешевле. Около 1000 евро туда-обратно на человека. В этот раз первая остановка – Шри-Ланка. Летим через Доху, пересадка 10 часов. Для кого-то долго, но для нас это нормально. Удобно, что можно выспаться и спокойно продолжить путь. Ну, здесь хорошо, уютненько. Прекрасно. Можно отдыхать. Очень хорошо. Проснулись в Дохе, взяли отель на ночь с завтраком за 72 евро. Позавтракали в 6 утра и поехали на такси до аэропорта всего за 10 минут. Стоило недорого и комфортно. Для транзита виза не нужна, поэтому все прошло быстро и спокойно. Самбо. А что там написано? Не написано? Ну ладно. Лететь катарами – это, конечно, одно удовольствие. На всех перелетах нас кормили по несколько раз и предлагали напитки в безлимитном количестве. После перелета с Финэйр, где перерыв между приемом пищи был 9 часов, начинаешь замечать и ценить сервис. Вот мы и на Шри-Ланке. Я здесь была последний раз, когда мне было 16 лет. Для самбо это первый раз. Прилетели сюда в основном за серфингом. Что сейчас у нас будет небольшой рум-тур по нашему первому жилью на Шри-Ланке. Мы очень долго выбирали Велигама жилье и, на самом деле, очень довольны, как здесь все. Очень уютно, чисто, хороший ремонт. По стенам бегают ящерицы. У нас даже есть своя мини-кухня с холодильником, чайником, раковиной, если нужно будет какие-то фрукты порезать. И вот такой вот туалет, ваз с ванной. И еще у нас плюс есть балкон. Сейчас, конечно, не особо что-то видно. Я не нашла, где как свет включить на балконе, но тоже очень прикольно, что он есть. Первый вечер. Я очень рад. И как здорово, что мы все сюда сегодня собрались. Ура! Расскажи. Ой, что это кот тут называется блюдо. И А это карри с рисом. да. Наш завтрак. Омлет, хлеб, сэндвичи, фрукты, какая-то выпечка, кофе со вкусом чая. Приятно. Очень вкусно. Ну как? Вот так. После завтрака мы шли на море, серфили по очереди, обедали с видом на море и после снова серфили или просто отдыхали. Из минусов довольно много туристов и узкая береговая линия. Посерфить удалось, и это было, конечно, невероятно круто. Наш обед сегодня – рис и 6 видов карри на море. Велигаму мы выбрали так, как здесь очень комфортные условия для катания на серфе, особенно для начинающих. Очень много вариантов серф-школ, доступные цены на уроки и аренду досок, а также развитая инфраструктура и классные кафешки на пляже. Гладь меня, говорит. Что? Пахнет тоже очень вкусно. Я говорю, что выглядит отлично.
На 8-й день мы отправились на соседний пляж Мерисса, где в определенное время года можно встретить черепах. Мы жили здесь с родителями, когда я была на Шри-Ланке впервые. Здесь особенно красивые закаты. Вкусненько. Я заказала себе салатик. Последние дни мы провели в серф-школе The Green Rooms Surf and Yoga. Эта школа находится в самом начале пляжа, и если пойти налево, по пляжу начинается уже дикая часть пляжа без инфраструктуры. Также здесь значительно меньше туристов. Нам очень здесь понравилось, жалко, что нашли это место только под конец нашего путешествия в Лигаму. Мы здесь еще катались на серфе вместе, поймали много классных волн, но, к сожалению, не засняли это. По дороге на море мы проходили рынок, и это восторг. Здесь столько всего можно найти: и овощи, и фрукты, и свежие морепродукты. Но самое главное – это удивительно красивые местные жители. Жалко, что у нас не было плиты, так можно было бы что-то приготовить. Последний день мы нашли наконец-то хороший комнат. Я доволен. Ура! Первый раз за этот день вижу тебя улыбающимся, Сампа. Да? Да. Первый раз. Да. В Велигамо, конечно, очень много стильных мест, которыми владеют европейцы. А это значит хороший сервис, вкусный кофе, европейская еда и цены в 5 раз дороже местных забегаловок. Но после того, как мы несколько раз поели местную еду, этого было достаточно. Подарок. Ну что, ты доволен? Ням-ням. Тяжелый? Тяжелый, да. Очень. Ну, все вещи здесь. Больше не надо. Что-то он стал в 2 раза тяжелее. Что ты купила? Ничего особенного. Да. Ничего. Ой, блин, он, наверное, килограмм 12 весит. Нет. И все. Ты 12 весишь. Едем дальше. К Хикадуву. Настоящие финны. Выселяемся со своим же мусором. Все собрали, убрали, помыли за собой. У нас такая хорошая хозяйка, что вообще просто любовь. Даже грустно отсюда уезжать. Мы здесь провели сколько? 10 дней? 9-10 дней. Как быстро прошло время, и прям хорошо отдохнули. Несмотря, точнее, только вот в те моменты, когда у нас были соседи, которые поначалу слушали музыку, это было не очень приятно. Все остальное было, конечно, здорово. И хорошо, очень приятно. Как территория. Здание, в котором живут наши хозяева. 9 ночей, да. Мы тут жили прямо рядом с рынком. Здесь, наверное, 2 или 3 раза в неделю проходил рынок. Hello. И очень классная атмосфера. Сейчас покажем, как это выглядит обычно. Приезжают местные, продают фрукты, рыбу, какие-то ткани, специи. Мы вот тоже вчера ходили. Как это выглядит без рынка?
место. Магазинчик, в который мы ходили за водичкой. Мы нашли скрытое... Как это? Я забываю. Сокровище. Нет ударения. Еще раз. Сокровище. Сокровище. Хорошо. Мы нашли скрытое сокровище. Местное, локальное, столовое. Попробуй. Да, местные кафе выглядят так. Атмосферно и очень остро. Остро? Такие вот сладкие билетики на картоне. 110 рупий, один билет. Дальше едем в Хиккадува на поезде. Это true experience, покататься на местных поездах. Приехали. Наше жилье. Пойдем. Очень уютненько. Наше новое жилье. Ну, тут, конечно, так немножко грустненько. Нету стола. Мне кажется, сейчас вот там, где мы были в Велигамо, было у нас, конечно, лучше жилье. Но в целом все есть. Хороший тут в целом ремонт. И мы живем на первом этаже со своим выходом. Вообще в Хиккадуву мы приехали за серфингом. Но, к сожалению, оказалось, что мы приехали не в самое подходящее для этого время. Тем не менее, место прекрасное. Закаты, мягкий песок, более дикий широкий пляж, неплохие кафе и инфраструктура. Мы приехали в Хиккадуву. Думали, что здесь будет классный, подходящий нашему уровню серфинг. Вот, но, к сожалению, здесь очень высокие волны. И посерфить пока что нам не удалось. Сам бы сегодня серфил час. Не удалось поймать ни одной волны, сломал лишь. Короче, пока что так. Вот. Здесь, конечно, очень красиво. Здесь есть риф. И мы вот думаем, может быть, взять урок с учителем и пойти на большие волны. То есть тут по ощущениям волны, наверное, в 2 раза больше, чем в Велигамо. И тут уже такой уровень серьезный. А еще у Хиккадувы есть прикольный рыбный рынок, на который мы несколько раз ездили. Удобно, что можно выбрать любые морские продукты, и тебе их там же могут приготовить и упаковать с собой. Мы брали тигровые креветки, тунец и белую рыбу. Очень вкусные, свежие морепродукты. Приезжали к нам в гестхаус, варили рис, делали салат, и это была лучшая еда. Всем привет! Привет всем наши подписчики, которых нет. Скоро будут. После этого видео будет. Да, короче, сегодня 24 декабря. Первый день Рождества у нас 24, и завтра будет еще праздник. И И послезавтра еще. Ну, это же хорошо.
Мы купили супер дорогое вино на Шри-Ланке. Ну, не это просто супердорогое. эксклюзив. Это 10 евро. Самое дешевое вино, которое здесь в магазине продается, стоит 10 евро. Мама, кстати, очень вкусненькая. Ну Нам да. понравилось. Дешевле всего ну- тут пить пиво и местную водку. М, Местный ну, ром, я не знаю, ром, арак, что это. арак, может Ром. быть. На Рождество можно выпить вина. Не можно, а нужно, потому что это большой праздник. Это было все про Рождество С Рождеством. и, да, с Рождеством. Майстатан. Ага. И еще делимся несколькими местами, которые мы открыли в последние дни нашего пребывания в Хиккадово. 100% рекоменд. Вот подошли 2 недели к концу. Мы подвели общие расходы жизни на Шри-Ланке. Вышло 106 евро в день, включая еду, жилье, серфинг, уроки, массаж, сувениры, кофе, напитки, визы для сампа. Все, кроме перелетов. Как считаете, дорого? Мы летим дальше. Что нас ждет? Потому что правда. Я думаю, что все